Представьте себе историю любви, которая была больше, чем просто союз двух сердец. Историю, в которой одна женщина стала не только музой, но и невидимой силой, защищающей гения от жестокого мира, бережно сохраняя каждое его слово. Это история Владимира Набокова и Веры Слоним, любви, которая прошла сквозь изгнание, бедность и испытания, чтобы стать неразрывной частью великих произведений. Вера была его вдохновением, его поддержкой, его тенью, без которой не было бы света его гениальности. Откройте для себя эту трогательную историю, историю настоящей преданности и величайшего союза двух душ. Владимир Набоков и Вера Слоним встретились в Берлине в 1923 году. Это была эпоха, когда русская интеллигенция, рассеянная по Европе, искала друг в друге родственные души, а старые связи Родины держали их крепче, чем изгнание. Про Веру Слоним было известно всему эмигрантскому Берлину. Эта девушка может все: лихо водить автомобиль, печатать на машинке со скоростью пули, метко стрелять, решать интегралы, разбираться в боксе. Вести сложное делопроизводство. Она могла выбирать себе любую судьбу, и выбрала, стала одной из лучших писательских жен XX века, музой, вдохновительницей лучших книг Владимира Набокова. Эта Вера сделала избалованного Сирина великим писателем Набоковым, и это она вписала его имя во все мировые литературные энциклопедии. В России Вера Слоним, дочка богатого лесопромышленника Евсея Слонима, ходила в гимназию княгини Оболенской. Она отлично знала английский, французский и немецкий, мечтала изучать математику и физику, писала стихи, много-много читала. После революции ее семья эмигрировала в Берлин, уезжали в суматохе через Ялту, лишь бы успеть на белый пароход. В Берлине Евсей Слоним начал издательский бизнес, Вера ему помогала и сама понемногу занималась переводами и литературой. Есть две версии знакомства Веры Слоним и Владимира Набокова, но по обеим выходит, что это она выбрала его. Набоков опешил от этого знакомства. Это была не просто симпатия, это был момент озарения, когда душа находит свою половину. Он писал ей любовные письма, полные поэзии и трепета. Она отвечала также искренне, сдерживая лишь внешними словами свои чувства. Они влюбились глубоко и навсегда. Никто и никогда так его не понимал. Вера приняла его целиком, со всеми его чудачествами и капризами. Владимир Набоков вырос в доме с 50 слугами, сын известного политика и выдающегося человека. Он рос убежденным в своей исключительности. Глупым играм со сверстниками предпочитал чтение, шахматы и ловлю бабочек. К 17 годам он получил в наследство от дяди миллионное состояние и огромное имение. В революции семья потеряла все. Набоковский мальчик стал нищим, но из последних сил надменным литератором, писавшим под псевдонимом Сирин. И эту свою нищую творческую свободу он ценил превыше всего. Когда в 1925 году они поженились, Вера стала не просто его женой. Она стала его музой, защитницей, секретарем, первым читателем и строгим критиком. На протяжении долгих лет, пока Набоков писал свои романы, она всегда была рядом, тщательно переписывая его черновики на машинке, организуя его рабочий день, принимая на себя заботы, которые могли бы отвлечь его от творчества. Все набоковеды отмечают, что после женитьбы писатель внезапно сильно прибавил в мастерстве. Есть даже версии, что все романы за Сирина писала Вера Евсеевна. Предположение о том, что Вера Слоним могла писать романы за Владимира Набокова, возникли в первую очередь из-за ее неоценимой роли в жизни и творчестве писателя. Вера не просто поддерживала мужа как жена, она участвовала в его работе практически на всех этапах. Она переписывала на машинке его черновики, исправляла ошибки, редактировала тексты и часто давала советы по сюжету и стилю. Многие отмечали, что в доме Набоковых творческий процесс был настолько совместным, что границы между их ролями могли размываться. Некоторые биографы указывали, что именно Вера могла играть более активную роль в создании текстов,
чем принято считать. При этом Вера всегда оставалась в тени мужа, хотя ее вклад был огромен. Она вела его деловую переписку, взаимодействовала с издателями и критиками, оберегала его от неприятных комментариев и негативных отзывов. Внешне это могло создать впечатление, что она не просто была защищающей силой, но и творческой движущей силой, поскольку она знала его работы так досконально, что практически жила ими. Также Вера активно помогала Набокову в переводах его произведений с русского на английский и наоборот. К примеру, она значительно участвовала в переводе Лолиты на русский язык. Ее лингвистическая и литературная эрудиция были настолько высоки, что многие задавались вопросом, если она так хорошо знала его стиль и могла точно передавать его мысли, не могла ли она быть и автором, скрывающимся за его именем? Вера была женщиной с железной волей и удивительной преданностью. Она настолько глубоко поддерживала творчество Набокова, что возникала гипотеза, а не была ли она больше, чем просто муза, этот стереотип. Когда за успешным мужчиной стоит не менее талантливая женщина, подогревал слухи. Биографы Набокова, такие как Брайан Бойд, описывали ее как женщину, которая жила ради творчества мужа, жертвуя собственной карьерой и амбициями. Набоковы вели довольно закрытый образ жизни. Вера старалась держать Владимира в отдалении от суеты литературного мира, защищая его от публики и журналистов. Эта скрытность только усиливала мифы вокруг их сотрудничества и того, как именно происходил процесс написания его знаменитых романов. Некоторые считали, что именно эта закрытость позволила скрыть ее якобы более глубокую роль в создании произведений. Со временем, в контексте феминистской переоценки ролей женщин в культуре и литературе, начались предположения, что Вера могла быть больше, чем просто помощником. Появились идеи, что история их союза – это классический пример недооценки вклада женщины в великие дела мужчины. Некоторые критики считают, что Вера сознательно оставалась в тени, чтобы дать Владимиру возможность блистать, однако ее вклад мог быть не менее значимым. Однако, несмотря на все эти факторы, нет никаких доказательств того, что Вера писала романы за Набокова. Он был человеком с глубоким литературным даром, а Вера – его спутницей и хранительницей его гения. Она действительно оказала колоссальное влияние на его творчество, но, скорее всего, ее роль была больше в поддержке и структурировании его работы, а не в написании текстов. Сама Вера никогда не претендовала на звание соавтора, предпочитая оставаться в тени, что в итоге только усилило мифы о ее возможном авторстве. Именно Вера приучила писателя к регулярному труду. Она свято верила в гениальность мужа и создавала условия, в которых просто невозможно было не писать. Каждое утро она подавала ему завтрак – сок, яйцо, какао, красное вино – и уходила на работу. Набоков писал, иногда по 20 страниц в день, иногда по 7 строчек. В первые же годы их совместной жизни Набоков написал «Машеньку», потом «Дар», «Защиту Лужина», «Камеру обскура». Вера была его первым читателем, критиком и советчиком, секретарем, литературным агентом, музой, переводчиком, ловила с ним бабочек. Была ходячей энциклопедией, ее феноменальная память хранила кучу цитат, дат и подробностей. Набоков ненавидел и не умел разговаривать по телефону, поэтому все телефонные переговоры вела Вера, а писатель стоял рядом. Когда в 1934 году у Набоковых родился сын, все удивились. Казалось, этим двоим больше никто не нужен. А много позже, когда они переедут в Америку, она будет единственной домохозяйкой в Итаке, получившей в 1953 году разрешение на оружие. Браунинг Вера будет носить в дамской сумочке. Так она станет еще и телохранителем своего мужа. В 30-е годы в мире свирепствовал экономический кризис, жить было трудно, а когда в Германии к власти пришли нацисты, стало еще и опасно. У писателя в гардеробе остались последние незаношенные брюки, когда друзья организовали ему литературное турне по европейским столицам. Вся русская эмиграция сосредоточилась в Париже. Все читатели Набокова были там, и писатель отправился в Париж.
Известно, что в конце 1930-х годов, во время пребывания в Париже, у Набокова завязался роман с Годениане, русской эмигранткой. История измены Владимира Набокова Вере Слоним – это одна из самых болезненных страниц их жизни, хотя сам Набоков и его близкие старались не акцентировать на этом внимание. Этот период был непростым для Набокова и Веры. Они находились в изгнании, переживали финансовые трудности, и в это время он увлекся другой женщиной. Вера, всегда очень внимательная и тонко чувствующая, быстро поняла, что что-то не так. Она узнала об измене мужа, хотя нет точных данных о том, как именно это произошло, через письма, намеки или прямое признание. Важно отметить, что для Веры, которая всю жизнь была верна мужу и поддерживала его, это был глубокий удар. Однако ее реакция была далека от драматических сцен и публичных обвинений. Вера всегда отличалась сдержанностью и удивительной силой духа. Скорее всего, Набоков сам осознал, что рискует потерять жену, которая была не просто его супругой, но и настоящим духовным союзником, опорой, без которой его жизнь и творчество немыслимы. Он разорвал отношения с Ириной и вернулся к Вере, стремясь сохранить их брак. Возможно, в этот момент Набоков в полной мере осознал, насколько Вера важна для него не только как жена, но и как человек, который создает его мир. Вера пережила эту измену с достоинством. Она не устраивала скандалов, не бросала мужа, хотя для нее это, безусловно, было глубочайшим потрясением. Ее преданность и стойкость снова проявились в этот трудный момент. Вместо того, чтобы разрушить их отношения, измена, как ни странно, сделала их брак еще крепче. Владимир и Вера продолжили жить вместе, и их союз остался нерушимым. Через 3 года Набоковы эмигрировали в Америку. Здесь Набоков стал профессором, сначала преподает в колледжах, потом в Стэнфордском университете, затем в Гарварде. Правда, лекции за него писала Вера, а иногда и читала, если писатель капризничал или болел. Студенты ее почитали и боялись. В Америке Набоков написал свою «Лолиту». Он 3 раза пытался сжечь рукопись, и каждый раз Вера успевала ему помешать. Однажды соседи расслышали, как миссис Набоков отгоняла мужа от бочки для сжигания мусора. «А ну пошел вон отсюда!» Ни одно американское издательство не приняло, как они выразились, эту мерзость. Англичане посвятили этому вопросу заседание парламента. Роман решились выпустить только во Франции, а через год он занял первую строчку в списке мировых бестселлеров. Набоков наконец-то получил ту славу, которую, по мнению Веры, всегда заслуживал. В последние годы они вообще не расставались, и его душа не хотела уходить туда, где не будет Веры. Он говорил: «Я бы не возражал полежать в больнице, если бы ты была рядом, положил бы тебя в нагрудный карман и держал при себе». Когда Вера ушла в тишину последних лет, она унесла с собой мир, в котором было столько любви и преданности, что его трудно выразить словами. В жизни Владимира Набокова она была не просто женой, она была его музой, его защитницей, его первой и последней читательницей, всегда готовой поверить в его талант, когда даже он сам колебался. Каждый его роман был переплетен с ее жизнью, каждым предложением они шагали вместе, как по вымощенной мостовой. Когда Владимир умер, Вера осталась одна, но она не отступила от своей роли. Ее жизнь без него была словно долгая ночь, наполненная памятью о словах и страницах, которыми они делили свою судьбу. Она сохранила его наследие, охраняя его так же, как охраняла его в жизни. И в ее уходе, тихом и светлом, чувствуется неизбежность чего-то высшего, как если бы она просто последовала за ним туда, где их души снова могли быть вместе. Вера и Владимир Набоковы – это история о том, что истинная любовь не заканчивается. Она пронизывает не только жизнь, но и смерть, оставляя в веках живую память о 2 сердцах, бьющихся в унисон. И, возможно, где-то за пределами нашего мира они снова вместе. Он пишет, она читает, и в этом вечном танце слов они больше никогда не будут одиноки.